прилетели наконец-то. Аэропорт Ханой-Ной-Бай находится в 45 километрах от центра города. Несмотря на то, что это столичный аэропорт, он не является самым крупным и лишь третий по числу обслуживания пассажиров во Вьетнаме. Курс валют на сегодня: USD 23, евро 25. Мы отправляемся искать автобус. Остановка слева от выхода из аэропорта. Пройти налево метров 50. Перейти дорогу на вторую полосу движения. Ехали на автобусе типа Пазика. Стоимость 40 тысяч донгов. Предлагаю вам вместе с нами прогуляться по Ханою и посмотреть на жизнь горожан. Теоретически Вьетнам, являясь социалистической республикой, строит социализм, но с присущей вьетнамской нации природной склонностью к предприимчивости. В стране сегодня царит махровый капитализм, достигший невиданных размахов. Чуть ли не каждый житель страны по нашим меркам является предпринимателем. Каждый что-то продает, производит, ремонтирует, оказывает какие-то услуги. Трудно найти вьетнамский дом, на первом этаже которого не был бы оборудован магазин, мастерская или гестхаус. Посетите знаменитое озеро Возвращенного Меча рано утром, чтобы увидеть утреннюю гимнастику местных жителей, или вечером, когда скамейки вокруг озера занимают пожилые и молодые влюбленные парочки. У Ханоя, столицы Вьетнама и бывшей столицы французского Индокитая, множество имен. В XI веке он назывался Тхан Глонг, парящий дракон, затем Дон Кхих, северная столица, и только в 1831 году, временно потеряв столичный статус, он получил свое нынешнее имя, означающее «город в излучине реки». Как только вы попадаете во Вьетнам, вы тут же понимаете, что вьетнамцы – это очень спортивная нация. Популярная игра, в которую играют преимущественно мужчины, это сянцы. Эта игра пришла во Вьетнам из Китая. Сережа проводит интервью с вьетнамцами. Вьетнамцы очень любят поговорить с туристами. Вот Сережу остановили и спрашивают его. It's interesting. Давай, давай. 1, 2, 3. Subscribe to our channel. Ира Travel. В небольших частных столовых и пивнушках мебель самая простая. Пластиковые или алюминиевые раскладные столы и детские пластиковые стульчики. И всегда предложение услуг, продажа товаров кажется российским туристам уместным. Порой товары или услуги просто навязываются без вашего согласия, причем по довольно высоким для Азии ценам. Попасть в просак и неожиданно стать покупателем какого-то ненужного товара или услуги здесь можно на каждом шагу, и все это легко воспринять как мошенничество или обман. Хотя для самих вьетнамцев это просто традиционная форма ведения бизнеса. Таковы традиции, и это остается только принять как есть, предварительно к этому подготовившись.
Вьетнам находился под влиянием французов с середины XIX до середины XX века. Вьетнамцы не хотели подчиняться представителям другого государства и в итоге добились своей независимости. Но у французского периода были и свои плюсы, ведь французы принесли в страну частичку своей культуры и сделали Вьетнам еще более интересным и насыщенным, и немного более понятным нам, представителям европейской цивилизации. Такое понятие, как кукольный театр, для нас вполне обыденно, но вот кукольный театр на воде станет для вас необычным зрелищем. Куклы такого театра – это древние лакированные марионетки. Ими при помощи длинных палок управляют кукловоды, стоящие за кулисами в воде. Всегда интересно узнать о том, как проходит повседневная жизнь жителей той или иной страны. Будни вьетнамцев несколько отличаются от наших российских из-за климатических условий и особенностей менталитета. Начинают вьетнамцы свой день ни свет ни заря. В прямом смысле слова большинство местных жителей встают еще до рассвета. Многие сразу же отправляются на набережную или ближайший парк, чтобы сделать утреннюю зарядку. После этого вьетнамцы принимаются за дела, ведь до того, как солнце станет наиболее активным, можно сделать много всего полезного. Рынки работают с самого утра, и хозяйки отправляются за покупками. Мужчины часто проводят утренние часы в кофейнях за чашкой традиционного вьетнамского кофе со льдом. Если наши коромысла уже давно стали предметом музейных экспозиций и не используются даже в деревнях, то вьетнамские коромысла гань по-прежнему в ходу среди местных жителей. Вьетнамская пальмовая шляпа уже давно стала символом страны, но она фигурирует не только на открытках, рекламных постерах и логотипах туристических компаний. Шляпу нон носят ежедневно многие жители Вьетнама. Можно заметить, что фасады домов довольно узкие, и жилище уходит далеко вглубь. Это связано с тем, что если дом стоит на оживленной улице, на первом этаже дома обычно расположено семейное предприятие. Из-за этого местным жителям выгодно завладеть как можно большим пространством, выходящим к дороге, и поэтому за ширину фасада издавна взимают налоги. Поэтому вьетнамцы строят узкие дома, чтобы сэкономить. Железная дорога проходит через самый центр Ханоя, петляя по улочкам поблизости центральной площади города в старейшем районе, который многие годы является важным экономическим центром севера страны. Интересно, каково жить, когда твоя кровать находится примерно в 4 метрах от проходящего поезда, а случайно открыв дверь дома, можно головой удариться о подножку проносящегося вагона. На большие праздники, даже не связанные непосредственно с государством, например, на Новый год, жители вывешивают у домов вьетнамские флаги. Об этом заботится каждый сам. Даже малообразованные вьетнамцы обычно знают имена местных ученых, поэтов и писателей и стараются изучать историю своей страны. Во Вьетнаме действует пионерская организация, одним из постулатов которой является любовь к родине. Таким образом, уважение к своей стране прививается с детства. Самым популярным транспортом во Вьетнаме является мопед. Двухколесное транспортное средство есть практически в каждой семье, а часто у каждого члена семейства. Вьетнам славится своими народными умельцами. Это страна, из которой сложно привезти мало сувениров, ведь здесь столько интересного. Многие знают о том, что во Вьетнаме можно недорого купить качественный шелк и различные изделия из этого материала.
шелковые халаты, галстуки и другие аксессуары могут стать отличным сувениром на память о поездке и подарком родным. Из шелка шьются красивейшие вьетнамские костюмы аозай, которые также могут быть интересным приобретением на память, в том числе для девочек. Кофе во Вьетнаме стали культивировать в период колониального правления Франции. В настоящее время на территории страны выращивается более 2 миллионов тонн кофе. Под кофейными плантациями занято 506 тысяч гектар. Урожайность составляет 2,5 тонны с 1 гектара. Вьетнамский кофе обладает насыщенным ароматом и хорошими вкусовыми качествами. Вьетнамцы не варят кофе в турке и не используют машины для эспрессо. Они адаптировали френч-пресс, превратив его в капающий фильтр. Уже на протяжении многих веков во Вьетнаме работают мастера, занимающиеся лаковой живописью. Они используют прочный водонепроницаемый материал, лак, расписывая им шкатулки, посуду и другие изделия. Это сложная и кропотливая работа, ведь лак почти мгновенно высыхает, поэтому нужно работать очень быстро. Вышивка шелком – это, пожалуй, одно из самых искусных и поражающих зрителя ремесел Вьетнама. Картины, которые создают мастерицы, удивляют количеством используемых цветов и тонкостью работы. Сложно представить себе, сколько дней, а то и месяцев кропотливого труда необходимо потратить вышивальщице на одно такое полотно. Картины могут изображать красивые природные пейзажи, животных и даже портреты известных людей и выполненные с необычайной точностью. Мастерицы умеют создавать и двухсторонние картины, что является еще одним доказательством их умений и навыков. На этом наше путешествие не заканчивается. Надеюсь, мое видео поможет вам правильно спланировать ваш отдых, и вы отправитесь во Вьетнам. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всего вам доброго, до новых встреч!